Здесь нет шоколада, Не, здесь нет, суфле, смотри. суфле, и это маленькая будет. Ну, как Маленькая. её? Не, Давайте состав почитаем. Забыла это слово. Шекер даже. 30 грамм. 30 грамм. Сахар Это 30 много? грамм, да? Из 100. Это Из 30%. 100. А что остальное? В общем, вы поняли, да, о чем идет речь? Остальное это жир 26 грамм. В общем, аппетит мне Что скажет окончательно фитнес-тренер? испортили. Не надо так обедать. Ну, короче, давайте вот это вот уберем. Это Давайте. пейте чай с чаем. Сегодня будет интересная тема. Будем говорить о здоровье, о фитнесе, о красивой фигуре, о молодости. Так что сейчас познакомимся вначале. Михаил, Мария. Очень приятно. Очень Я приятно. фитнес-тренер. А Миша мой муж фитнес-тренера, Да. который помогает мне в проекте. На самом деле он большую часть берет на себя в плане организации самого процесса технически, потому что я совсем не технарь. В плане как руководитель команды, потому что у нас большая команда. Вот. Ну а чем мы занимаемся, мы сейчас по ходу расскажем. Проект женского здоровья. Там идея в том, что с помощью исправления осанки можно решить кучу всяких женских проблем. И у нас еще есть проект по похудению, когда мы даем условно лекции того, как правильно питаться, и плюс лимфодренажные тренировки, которые позволяют ускорить обменные процессы в организме и, короче, не убивая себя, снизить вес до нормального. Вот Машенька счастливая мама 3 детей. Да, кстати, вот даже не подумаешь, да? Познакомились с Михаилом, с Марией в Анталии случайно. Вот, познакомились с их семьей. У вас дети, старшая Алена, есть еще Гриша и Василиса. 14, Старший? 7 Да. и 3 5. детей. Вот кто бы мог подумать, да? Молодые такие родители. Ну, Мы здорово. 5 сделали. Это ваш курс для похудения называется как лимфодренажная? Похудение и лимфодренаж. Да, то есть там смысл в том, то, что мы не всегда имеем лишний вес только из-за того, что мы неправильно питаемся. Ну, питание, оно, конечно, очень важно. Основной бич того лишнего веса и отеков, то, что мы сейчас мало двигаемся. И когда мы замечаем то, что с нашим телом что-то не так, оно нас не устраивает, мы чаще всего начинаем голодать и заниматься неподходящими на данный момент физическими нагрузками. То есть мы идем в зал, начинаем скакать, а это не всегда полезно для опорно-двигательного аппарата, для связок, для суставов. И очень часто люди получают какие-то болевые ощущения и даже зарабатывают себе болезни там, суставов, позвоночника. Вот, здесь у нас немножко другой подход. То есть мы, база, мы начинаем с активации лимфатической системы, да, потому что она у нас как раз-таки отвечает за вот это накопление этой отечности. Если в ней какие-то есть сбои, мы отечные. У нас лимфатическая система напрямую завязана с диафрагмой, да, диафрагмой грудной. И если она двигается неполноценно, да, потому что мы либо сидим много, либо мы как-то сутуленные сидим, и она не может работать в полную амплитуду. Она у нас качает лимфу, и за кровоток отвечает, и за пищеварение, и за массаж внутренних органов. В общем, за здоровье. И поэтому мы начинаем с лимфодренажа, с активации работы грудной диафрагмы и работаем с такими основными зажатыми зонами в теле, но очень мягкими тренировками. Да? Поэтому часто очень говорят, я сделала тренировку, боже мой, как будто бы на массаж сходила, так хорошо. И тело Кстати, могу Да. сразу, я вот не выдержала, включилась в беседу, потому что я уже сделала этот лимфодренаж себе, и у меня было реальное ощущение, что я вот отдохнула, хотя я была после дня, который я провела на ногах, на велосипеде, и очень уставшая была. И вот, как обычно, к вечеру ноги Помогло отекают. расслабиться, да? И Да, и я, несмотря на то, что это была часовая тренировка, я еще так не решалась ее начать, думаю, нет, надо начать. И начала, и не пожалела, девчонки. Я еще хочу здорово. добавить, мы точно знаем, как это происходит у большинства людей, потому что мы 2 года уже в этом бизнесе, и мы точно знаем, что начиная с начала марта все начинают худеть экстренно к лету, максимальный пик подснежников в апреле. Вот. Потом в мае и до конца августа все продолжают пытаться похудеть. Вот. В сентябре все бросают и думают, ну ладно, уже лето кончилось, уже можно не худеть.
Да, примерно это происходит где-то до ноября. Вот, в декабре все думают похудеть уже к Новому году. Январь-февраль все опять как бы расстроились, но не похудели. Вот, и с марта начинается новый этап похудения. Да, но смысл-то в том, чтобы... Ну, вообще вот у японцев есть такой принцип кайдзен. Это придумала компания Toyota. Короче, смысл в том, что ваша жизнь должна быть сбалансированной. То есть имеется в виду, что если вы что-то делаете в течение года, то полезное, то это должно встраиваться в вашу жизнь, а не, короче, не быть таким спонтанным решением каждый год. То есть каждый год разочарование, то есть такая, я там типа, ой, сейчас похудею, ой, что-то не похудел, расстроился, и вот такая вот вся жизнь. Тем более, если это пробовать еще такими агрессивными методами, это, конечно, пытка. Невозможно жить в таком режиме. И потом человек срывается и, получается, набирает даже больше килограмм, чем было, получается хуже. Да. Потому что организм в стрессе, он не знает, как себя вести. Это на личном опыте могу подтвердить. Голод за кадром. Да, вот я совсем недавно, пару месяцев назад, записал даже видео на канале, что я прям серьезно решил, следить за своим питанием, бросить там есть сладкое, не есть вечером, мучное, что там еще там. В общем, для себя выстроил какой-то график, что мне нужно делать. И у меня получилось, я буквально за 2 недели на 5 килограмм скинул вес. У меня прям вес ушел моментально, живот подтянулся, там курточки болтаться даже стали на мне. И потом, как меня как-то организм, он меня переломил. Я опять начал все есть, как не в себя вообще. Этот организм. Мы опять знаем все эти этапы, поэтому у нас есть очень бережный нутрициолог, который это все разбирает, то, что не надо сразу кидаться в омут с головой, она дает какие-то поэтапные шаги, потихонечку в свою жизнь встраивать правильное питание, да? То есть она учит именно не голодать, а именно как себя кормить, и это очень важно. Потом у нас есть психолог внутри курса, который рассказывает как раз про мотивацию вот этого всего похудения. И у нас еще есть психолог, который как раз таки разбирает тему того, что вот я купил курс и не начал. Почему Сергей набрал? Да, это или я вот объясняет. позанимался 2 недели и бросил. Вот у нас как раз есть лекция психолога, которая это разбирает. Это же не только в вопросе похудения может быть, это вообще в любой сфере. Сейчас про Сергея хочу поговорить. Вот почему так получилось? Сергей на канале пообещал всем, что он начнет худеть. Да. И он на сверхусилие выполнил это обещание. Он очень старался, я подтверждаю. И когда это обещание было выполнено, мозгу этого было достаточно. Все, выполнена цель. 5 килограмм было это, и дальше я хотел на 10. Да, это тоже нормально. Поставить сверхцель, до нее до конца не дойти, разочароваться или сделать там на самом деле достаточно какой-то... Я не разочаровался, у меня организм просто победил. Я начал голодать, начал нервничать, начал какой-то стресс испытывать и начал опять заедать этот стресс. Да. А идея это в том, что просто нужно разобраться. То есть, короче, когда вы понимаете, типа, как все должно работать, да, то есть, условно, лишний вес это просто следствие привычек, да, то есть, когда вы начинаете понимать, типа, какие привычки приводят к этому лишнему весу, то вы просто начинаете есть, условно, да, типа, ешь там гречку, овощи, фрукты, короче, реально очень сложно переесть гречки. Или овощей, там, не знаю, с мясом. Да, у нас даже нутрициолог советует, что с чего ты должен, у тебя на тарелке лежит набор еды, с чего тебе лучше начать, да, то есть сначала лучше начать есть овощи, чтобы уже начал организм насыщаться и меньше съесть там хлеба, допустим. Но при этом не обязательно ограничивать себя, да, там, вот Сергей сказал, что после 6 не ел, да, и очень хотелось есть, но это тоже, типа, стресс, то есть у тебя мозг думает, вот холодильник с едой, ты сидишь, что-то какой-то ты как бы неадекватный, типа, да и пойди и съешь что-нибудь. Да, что ты надо мной издеваешься. Да. И он начинает включать механизмы, типа, депрессия, лень, там, и так далее. Стресс, но у меня какая-то раздражительность появилась. Да. Быстро я воспламенялся прям. Он адреналин как бы включает, может, ноги не работают, там сейчас адреналина дадим, там, посмотрим, может, дойдет до холодильника-то. Да. А мы еще вот с Леной слушали лекции, и мне там очень понравилось, что говорит нутрициолог, да, что нужно менять свои привычки питания, что
не делать какую-то революцию, а какой-то дипломатичный подход со своим организмом найти, да? Вот там и понять, объясняла. то, что это не какой-то этап, вот я сейчас месяц-два себя вот так веду, а потом как бы все это забываю, все. Нет, это нужно перестроить все, просто Жизненные привычки поменять. да, переоборудовать все вокруг себя для того, чтобы Да, и важно, все сохранить. да, Это и образ жизни, по-другому не получится. да, и важно, что эти изменения не должны быть такие, вот, типа, сегодня я все там, типа, я худею, короче, теперь я только на ЗОЖе, короче, все там. Ну, реально, Обычно все так и делают к весне. все так и делают, да, так мы это видим, да, Но все так и сейчас делают. купальный сезон приближается, очень актуально. Вот Потом все сейчас такие сидят для в многих. купальниках злые, раздраженные. Или вот как Маше нравится, это когда люди худеют к свадьбе, например. Это же тоже такая, типа, дурость. Вот. Но я имею в виду, конечно, им понятно, что они хотят там на свадьбе выглядеть хорошо, да, там. Непонятно, почему не хотят всегда. Почему после Зачем бы не выглядеть? самому себе выстраивать такой план, такую цель? То, что я вот сюда приду, все, и дальше... А еще я Ограничил себя датой свадьбы, а потом уже... слышал, тоже нутрициолог ваш говорил, что если резко худеть, то организм стресс испытывает и начинает даже камни откладывать в желчном, еще где-то. То есть могут такие сбои происходить Вот, даже. кстати, то же в самое организме. ко всяким интервальным голоданиям, тем же самым. То есть Кстати. их можно делать только с разрешения врача. Потому что мы не знаем, что у нас внутри, есть ли у нас какие-то скрытые, так скажем, изменения. И когда мы начинаем вот так интересно экспериментировать с едой, слушая каких-то людей там, да, там с YouTube, еще откуда-то, мы не знаем, насколько это применимо к нам. И потом мы получаем какие-то болезни, вдруг вскрывшиеся или там образовавшиеся, и не понимаем, а что же такое случилось. Потому что мы что-то резко поменяли, а может быть нам это совсем и не подходит. Поэтому, когда мы пробуем себя как-то ограничивать, там еще что-то, мы должны это делать только с разрешения врача. Когда А по еще, анализам кстати, всё хорошо. наш нутрициолог говорит, что надо есть вкусно. Но я имею в виду, что если ты ешь что-то, должно быть вкусно. Не надо, Разнообразие. ну да. И не надо там, условно, какие-то суперпродукты для этого использовать. Вообще у вас интересные темы такие вы рассматриваете. Я смотрел с психологом, вы общались, у вас там называлось что-то либидо и женская сексуальность или что-то такое. Это тоже такие темы, но полезные, я думаю, для мужей, для жен рассматривать такие Это же темы. касается Я думаю, это классно. здоровья. Точно, Как здоровья называлась эта человека. тема? По-моему, так и называлось либидо. Либидо, да? То есть у На вас- вашем ютубе и на инстаграме где-то я видел. Да, То есть программа похудения, это вы не ограничиваетесь Нет, только допустим, вот даже в этим? той же самой программе похудения у нас первый этап идет это лимфодренаж, а следом начинается уже такая общая коррекция осанки. Да? Почему мы это делаем? Потому что, ну, опять-таки, для того, чтобы организм у нас хорошо весь функционировал, он должен быть разглаженным. Да? Вот если мы возьмем ту же самую поливательную систему и сад, и где-то шланг перегнулся, и туда вода не поступает. Там деревья начинают сохнуть. Наша задача, что сделать, это раскрутить, чтобы вода доходила до всюду. Это, грубо говоря, вот наша там кровеносная система, Вот, лимфатическая. кстати, да. Поэтому мы корректируем осанку, и корректируем ее не просто там, вот у нас блок по коррекции осанки. У нас идет индивидуальный подбор упражнений. Мы делаем диагностику и смотрим, у кого какое изменение, у кого куда тело закрутилось, у кого куда таз наклонился. И каждый человек получает свою программу восстановительную. Да? Поэтому у нас результаты получаются прям мгновенные. Прям, если вы делаете прицельное упражнение под свое тело, вы результаты получаете уже прям с первого занятия, ну, по-другому невозможно. То есть, Машенька, я правильно поняла, что исключительно упражнениями, без какого-то дополнительного вмешательства костоправа, ну как их называют еще, можно таз развернуть куда Конечно, нужно? да. Упражнениями осанку даже изменить, да, Да, получается? да, это вот как раз моя основная работа, да, то есть я специалист по восстановлению осанки, по реабилитации, по там, послеродового восстановления, то есть я вот именно на этом специализируюсь. И вот пройдя вот этот курс, да, то есть лимфодренаж можно делать 2 недели, можно делать месяц, да, больше месяца не нужно, чтобы у нас лимфатическая система все-таки сама работала. Потом вы проходите месяц коррекции осанки, да, выходите за 2 месяца уже другим человеком, но это все без вот этих бёрпи, там, сумасшедших приседаний, да, совершенно спокойно.
потом уже, конечно же, мы не можем останавливаться. Нам все равно придется заниматься всю жизнь. Особенно если вот образ жизни такой, то что много сидим. И у нас есть дальше этап, это регулярные тренировки. То есть это каждый месяц, там уже они абсолютно разнообразные. Там и кардио есть, и силовая, и гибкость, и там танцевальное направление есть. То есть разнообразные тренировки для того, чтобы мы все основные функции, важные для нашего тела, тренировали, да, чтобы у нас не случилось там вдруг какого-то инфаркта, когда мы побежали за автобусом, потому что мы никогда кардио не занимаемся. Да? Вот, как бы, грубо говоря, это база, с которой каждый человек должен комфортно жить. Да, ну и тогда вот этот результат, который вы получили там, за 2-1,5 месяца прохождения вот этого курса, он будет сохраняться, да, и вас не будет ничего беспокоить в теле, да, потому что когда мы осанку корректируем, уходят болевые ощущения там, из суставов, из позвоночника, спины, и вы просто дальше это поддерживаете. Тренировки там тоже не очень, то есть там можно регулировать длину тренировок, да, то есть можно сделать там тренировку полчаса, можно ее сделать около часа, да, там у всех разные временные возможности. То есть у нас очень такая идет гибкая система тренировок. Вот хотел уточнить, лимфодренаж это что, кровообращение улучшает или что он, что делает? Лимфодренаж это вообще наш иммунитет. Да, то есть он у нас, если у нас лимфа где-то застаивается, мы можем часто болеть, то есть постоянно хватать какие-то вирусы. У нас так как организму нужно себя очищать, могут быть там, высыпания на коже, прыщи там на лице, на спине. Вдруг появилась аллергия, хотя никогда раньше никаких не было аллергии. Вот что это такое? Как-то странно, вот мне там 30 исполнилось, там 30 плюс, и вдруг у меня аллергия откуда-то вылезла. Это просто идет вот этот застой, накопление вот этих всех веществ, которые дают уже такую провокацию на организм. Да, и поэтому это может проявляться в виде отеков, может проявляться еще в виде там, заложенного носа без конца, выделения из глаз, специфического такого запаха от тела. Кто-то говорит, фу, какой дезодорант дурацкий не работает, куплю другой, тоже какой-то дурацкий. Все стали делать вдруг дурацкий дезодорант. Нет, дело не в этом. Дело в том, что нужно восстановить тело, да, восстановить работу этой лимфатической системы. Она же у нас очень-очень важная. Ну, я правильно поняла, что ограничений возрастных в принципе нет в этой гимнастике? Ну, вообще в комплексе. Есть 14+, а дальше нет ограничений. То есть у нас даже вот в отзывах есть женщина, которая около 70 лет, и она очень благодарностью писала, что я теперь могу шнурки завязать сама. Поэтому там нет ничего сложного. Там есть ограничения по здоровью, но это вот такие серьезные заболевания, типа раковых, там все это есть прописано, кому можно, кому нельзя на сайте. Ну, в общем, по возрасту, по физической подготовке нет никаких ограничений. Еще, кстати, мы же делаем диагностику осанки, понимаем, какой тип осанки, и выдаем 1 из 9 наборов упражнений индивидуальный под этот тип осанки. Это было не просто организовать технически. Вот. Кстати, вы вдвоем работаете или у вас команда есть? Не, ну у нас команда, да, которая, собственно, саму диагностику производит. То есть после покупки мы просим там фотографии сделать, это тоже там сложный этап. Потом у нас специалисты хорошие, у нас врачи в команде, у нас не просто психологи, нутрициологи, которые делают диагностику, да, и выдают именно индивидуальный набор упражнений, да, и плюс у нас они потом, консультируют, да, то есть если будут какие-то вопросы во время, типа вопросы какие там, чувствую себя не так, что-то не получается, у нас там есть личный чат, у нас есть общий чат, где занимаются, там вот постоянно, то есть у нас очень то есть можно в чатик зайти, спросить мнение других, да, там куча отзывов и так далее, да, но в целом то, чем мы занимаемся, это как бы развитие фитнеса, да, следующий этап, когда происходит индивидуальный подбор упражнений под осанку, да, потому что если придешь там условно в тренажерный зал, то тренажер, он как бы, как там, знаете, этот анекдот про то, что сделали бритвенный аппарат и говорят, так у всех же лица разные, но это только первый раз. Потом всех одинаковые будут. Бритва выровняет. Не, на самом деле это очень хорошая тенденция мировая, вот именно персонализированного подхода. В индивидуальной работе сейчас этого много, на массовый рынок я пока только нас знаю, честно говоря, с таким индивидуальным Можете прочитать подбором. статью, что такое коррекционный фитнес в Википедии. Сережа, мы попали в надежные руки. Кстати, Маша сказала про шнурки, про бабушку. Мне мама буквально вчера прислала, пожилой человек, прислала шутку. Наклонилась завязать шнурки,
наконец-то. И, пользуясь случаем, подумала, может быть, еще что-то сделать там внизу. Я сразу подумала, моя мама всегда, у нее всегда была такая спина, ей сейчас 77 уже. Она еще, бегает, двигается, ведет, достаточно такой активный образ жизни. На 4-й этаж сама поднимается, спускается и несколько раз в день. И вот подумала, может быть, даже ей эту гимнастику порекомендовать. Да, видим, что даже для пожилых, для среднего возраста 14 плюс, да, получается у вас? Да. Здорово. Да, кстати, вопрос. Как все начиналось? Расскажите, как вы к этому пришли? Сколько этим занимаетесь уже? Уже больше 7 лет я занимаюсь. Как пришла. Я на самом деле решала свои проблемы. Когда я 2-й раз родила ребенка, я не восстановилась от слова, можно сказать, вообще, потому что все болело, были всякие женские проблемы. И я пошла разбираться. И так я ходила какие-то курсы, смотрела, приобретала какие-то лекции, ходила. В общем, как-то смотрела в эту сторону. И как раз еще встал вопрос, что я не хотела уже работать в офисе, и мы с мужем, он нарисовал мне такую табличку, что я умею, что я могу, что я хочу. И мы как-то все это свели к фитнесу. И вообще я все время активно занималась в детстве танцами, потом после танцев пошла на фитнес, и я все время смотрела на тренера свою, она такая умная, все время что-то рассказывала, так интересно про тело. Я такая думаю, поздно уже, конечно, быть фитнес-тренером. Хотелось бы, конечно, но уже поздно. Я решила что в 30 это как раз самое то. И мы вроде как определились, стала я смотреть школу фитнеса и предлагаю мужу, я говорю, вот варианты. Он такой, бери самый дорогой. Я говорю, как так, там денег особо нет, там что-то. Щедрый. Не, если ты решила учиться, учись нормально. И я попала в очень хорошую школу, где обучение было прям серьезным. Там была переквалификация, и далеко не все дошли до конца из потока. И помимо того, что школа была хорошая, они еще дали очень хорошие контакты специалистов, за которыми я начала следить. И потом как раз я пошла к Леле Савосиной. Она как раз ориентируется на этом всем индивидуальном подходе, на мягком восстановлении и реабилитации. И я ушла к ней учиться, и вот я у нее учусь уже больше 3 лет. И помимо этого, конечно, есть другие специалисты. Параллельно учитесь еще? Я без конца учусь и очень много вкладываю в свое Это так обучение. здорово, что тренер сам в развитии. А тренер это вообще такая профессия, ты либо учишься, либо ты не Развиваться специалист. нужно, постоянно развиваться, да, совершенно. Да, потому что сфера фитнеса вообще, она сейчас очень классно интегрируется с медицинской темой, и вот это стык, он дает очень хорошие результаты, вообще понимание, что делать, что не делать. И поэтому это бесконечное развитие, обучение, и поэтому это все вылилось в такие курсы, где я людей даже и грубо говоря, не видела, не знаю, а они мне пишут то, что у них не знаю, что-то прошло, то, что они починились, и они снова могут заниматься своими привычными делами. И это мне часто пишут, вы волшебница. На самом деле это не волшебство, это просто понимание того, как работает тело и как на него правильно повлиять. Слушайте, вы всегда были стройными или пришлось скидывать вес кому-то? Нет, не было такого? Я сейчас в процессе. буквально, я в январе 83 весил, сейчас 70, сегодня весил 79. 4 килограмма, да? Да. Жена меня заставляет. Я паникую, потому что на самом Личный деле, тренер. паникую по поводу чего. Мне важно, чтобы вес был в норме, для того, чтобы здоровье поддерживалось. У меня на самом деле у нас с Мишей есть такая мечта, то что когда наш младший ребенок пойдет в институт, мы возьмем 2 рюкзака и отправимся в кругосветку. Мне хочется, чтобы он максимально сохраненным Свобода! пришел. Потому что что мы видим после 50? Надо начать деньги на кругосветку откладывать. Да, После 50 что мы видим? Мысль. А вдруг появляются какие-то инсульты, инфаркты, давление, это проблемы. И в большинстве случаев, как говорят, очень непонятно, откуда оно вообще идет, не могут найти. А когда ты сравниваешь область живота, бедер, и ты понимаешь, какое давление идет на внутренние органы, даже на то же самое сердце, на то, какой кровоток, лимфоток,
Ну, там гадать-то нечего, все понятно, откуда идут все Всё проблемы. очень даже логично. Поэтому это, ну, как часто приходят ко мне люди за тем, чтобы за внешностью. Да, вот я хочу выглядеть. Но они приобретают другое, они приобретают здоровье. А Огромный если бонус. есть здоровье, значит и есть красота. То есть красота, она просто в здоровье. и всё. Логично, логично, да. То есть пришел за красотой, получил здоровье. Пришел за здоровьем, получил красоту. Беспроигрышный вариант. Я Да, хотел да, да. пузо для солидности, а мне жена не разрешила. Ну все, ребята, я, наверное, тоже вашу тренировку буду использовать. Мы Сейчас вас надо снимать, слушаем. какой глазик. Ребята, мы вас Да-да-да. слушаем и уже таки здоровеем. Не, ну это реально работает. Я вот иногда тоже вот раньше слушала там какую-то лекцию, и мне так хорошо. Да, послушаешь и Да, а успокоишься, тут уже начинаешь применять и по Не, ну, чуть-чуть, ребята, по я чуть-чуть. реально не отказался от своей цели. Я иду к своей цели, я хочу скинуть 10, 15, а еще лучше 20 килограмм. Ну, посмотрим. Я уже, Это не так быстро. да, я уже Мне. снимал одно видео, и Это ротысь. не хотелось бы такую репутацию иметь, что там говоришь и ничего не делаешь. Вот. Это нормально. просто Надеюсь, да. надеюсь, Нормально. надеюсь, Да, вы нам да. поможете, думаю. Да-да-да. Сережа, можно. у тебя еще запас времени до 50 Да, есть. да, да. У меня только, ну, как бы, все есть. Остается только с вашей стороны регулярность. Все, Да, вам да, больше да. ничего не надо, все остальное есть. И шоколадку выкинуть, которая в пакете лежит. Мы ее... Вы молодцы, что вы семья, как команда, работаете в одном направлении. Это вообще здорово, когда муж с женой, одни цели, одна работа. Это вообще круто. Дети ваши замечательные, жалко их сегодня нету здесь. Такие красивые, такие Да, такие веселые, хорошие. энергичные. Один тоже. сегодня хотел не пойти, говорил, голова болит. Ну, Но мы обязательно в следующем видео их тоже покажем. А кстати, вот я заметила, у вас дети к сладостям не тянутся и не просят как-то, да? Или все-таки как они- вот Не, ну как Как они- вы их они приучили? действительно, конечно, лайфхак, хотят. как Ну, ребенка приучить, ну Просто правильному не надо питанию? не покупать. покупать? Нету дома. Как себя приучить? Просто не В смысле? надо покупать. Вот если у меня будет дома лежать шоколадка, в какой-то момент я уже, не знаю, там, стрессану, устану, там, еще что-нибудь. И моему мозгу что захочется? Пойти съешь, А, ладно. ну да. А если его нет, то и как бы и нет. соблазна нет. А магазин за Да-да-да. углом Это есть. как, знаете, как определить, алкоголик ты или нет. Если у тебя дома алкоголь стоит и не как бы стоит, и никуда не девается, то значит, короче, ты не алкоголик. Вот. А если как бы в нашем случае, у нас дети, как бы если сладкое положить, они как бы Оно уйдет. да, У вас стоит- сладкоголики. У вас короче, стоит да, алкоголь дома? Да, дома стоит, да. Все здорово. Поговорим про алкоголь. Это в следующей серии. Ну, короче, просто не надо покупать. То есть, условно, там, Да-да-да. ну, вот Google, например, проводили исследования, у них же есть бесплатная столовая для всех сотрудников, там можно сколько угодно есть. И они, короче, и у них есть специальный департамент, который занимается здоровьем сотрудников. И они, короче, типа к кофейному аппарату, у них там есть всякие снеки, короче. То есть у них есть, с одной стороны, задача, чтобы сотрудники были довольны, поэтому они не могут, типа, сладкое не класть. Но они, короче, у них есть задача, чтобы они, типа, здоровые были. И они сделали, типа, проводили исследования. Если, короче, взять вот эти вот сладости и просто их в шкаф положить непрозрачный, то, короче, на 40% снижается потребление. Все знают, что оно в Чтоб не на шкафу. виду было. Да. А если, короче, оно лежит, то, типа, каждый возьмет. И напротив камеры. Да, интересный пример. Да. Поэтому, то есть, типа, тут задача просто условно, если не хочешь, то просто не покупай. Проще не купить, короче, чем сложнее потом не съесть, если купил. То есть, оно у тебя лежит. Да, то но это 100%, логично, да. конечно. Но Ну, а я не купить нашла за проще. что нас похвалить. Ну, мы уже меньше покупаем, да? Да. Да. Ладно. Ну, ты- Еще, кстати, интересная история. У меня подруга, она говорит, я дома все убрала, но у меня есть такой ритуал. Если я иду куда-то в кафе там, с подружками, я там себе заказываю десерт, я его там выпила с чаем, все. И я могу это сделать там один раз в неделю, один раз в 2 недели. То есть у меня как бы вот я себе сделала такое поощрение, если я куда-то иду с девчонками там погулять, я могу вот насладиться. Самый Здорово. дорогой десерт в Без мире. фанатизма, то есть, да, так нормально. Дипломатичные переговоры со своим организмом вести, да? Ну да. Ну так тоже не поддаваться, да, а то он обманет. Да, он обманет точно. Да, Мне вот да. еще интересно, вот наверняка очень много людей к вам обращалось. Если можно примерную цифру, сколько обращалось и у скольки людей ну реально получилось сделать успехи? Статистика Можете? какая-то. Ну, какая-то Очень статистика. много людей просто. Не, ну мы сейчас, я могу сказать, я вот проводил исследование, то есть сейчас мы за год продали 30 тысяч абонементов. Короче, 44% начали и на первой неделе бросили.
Вот. Но там реально получается у 20% дойти до конца и как бы доделать все. Результаты достичь У какие-то. нас же тогда не было, у нас же только новые, с психологами, со всеми. Не-не, но имеется в виду, что пока это- не было психологии. Обычная статистика, то есть имеется в виду, это как Ну, раз вот 20%, в речь общем, идет да? о том, что да, большинство делают как бы покупку, чтобы, короче, просто купить и типа ничего не делать. И это основная проблема. Ну, то есть, вот, все Да, покупали гору этих поэтому- курсов, да, да, поэтому и мы никто ничего не попросили начал. психолога записать как раз Да. лекцию, почему мы покупаем и не Да, да, делаем. да, да. Ну, то есть, и смотрите, получается, сливаемся. к вам нужно идти не для того, чтобы скинуть быстро вес, а за здоровьем, Ну да? да. То есть мы начинали с лимфодренажных только тренировок, и они дают результат, да, но при этом большая часть людей продолжала там, условно, есть сладкое там и так далее, да, и у кого-то результата не было. Вот, и мы взяли нутрициолога, который рассказывает, вот это вот можно есть, вот это нельзя есть, как постепенно, планово, да, это начать так, чтобы это было не стрессово. И благодаря этому получается, что мы видим, да, отслеживаем процент людей, у которых получается, он растет. То есть мы начинали условно там за первую тренировку у всех был результат, да, но на большом длинном промежутке, да, там типа процент снижался, да, то есть там был 10%, сейчас 20%. Наша задача, чтобы условно там у 80% людей, которые покупают, они доходили до конца и был результат, да, и это, собственно, наша Ну, я цель. думаю, кто-то из ваших, кто с вами занимался или занимается, посмотрит видео, тоже им будет приятно увидеть вас. И ставьте лайк. Да, сразу. пишите комментарии, ставьте лайки. Вот, Ну, это так здорово, что вы за эффективность, что вам не все равно. Не, ну, конечно, Как да. там Менять- продолжается жизнь человека, когда он А применил, как может быть купил? все равно, когда ты работаешь зарядку с и- людьми, там, Да. да, я вот индивидуально работаю с людьми, и я вижу то, что многие не умеют себя хвалить, там, замечать какие-то свои маленькие результаты, а даже это так. очень важно, да, вот сейчас вот Лена сказала то, что Я похвалилась? да, Какая вот я это молодец, еще раз скажи. Вот, это очень важно. Сережа тоже. Ну что, Лена, молодец. будем менять привычки питания. Ну, я на это настраиваюсь. Я просто Вообще- хотела сказать, что ты начал слушать с Да, лекций, а я просто взяла и сделала лимфодренаж. Теперь надо лекции Молодец, да. прослушать. Кстати, вот я с теории начал, а ты с практики. Да. Дай 5. Тоже союз. И вопрос теперь, кто из Да. нас первый Вы не похудеет? поняли, его не надо делить пополам. Пора завязывать с детскими привычками. Вот это вот сладенькое, вот это вот все. Наесться на ночь там. Занимайтесь спортом, следите за своим здоровьем. Вот, нужна Позитивные помощь, мы. обращайтесь вот к ребятам. Они уже реально специалисты в своей области. Я думаю, смогут вам помочь выбрать Да. правильное Мы направление. вам скажем, когда сладенькое есть можно. Кстати, ну можно, да? Можно, да. То есть есть можно Можно. все, да, Но в только принципе. мы скажем, когда, если вы купите. А, кстати, есть Тем, какие-то кто не прям покупает, секреты? ничего вот нельзя. такие, прям какие-то секретики. Секретики. Или просто... Секретики есть в Они все индивидуальном там. подходе. А, Вот это наш да. большой секрет. Да. Да, почему Индивидуальный нельзя подход. нас взять и где-то на левом ресурсе Потом. купить? Не, ну на складче Да, не можно потому купить, что да. вы что будете делать? Для какого типа осанки? Что вы? Да, да. ну, В складчину люди О. покупают, да, а потом, ну, как бы это может понятно. только хуже сделать, если типа делать не под свой тип осанки. да. Как с той бритвой. Личное, в общем, личное внимание, личное такое, да? Да, всегда на любом этапе. Ну да. э, Да, и без стресса. можно Но имеется в виду, что написать, задача мы не... поддержим. Мы еще сами вам будем писать периодически. Здравствуйте. Спрашивать, как у вас результаты. Да. Мы иногда тратим деньги на какую-то вообще ерунду, да? Вон на тот Или батончик. даже что-то едим. То есть получается, за свои же деньги мы наносим себе вред. Часто даже так бывает, да? А тут можно заплатить за тренировочку и наслаждаться потом своей красивой фигурой, хорошим самочувствием, положительными эмоциями Да, каждый будет день. равна цена батончиков, съеденных за месяц. Да, я думаю, Или это того меньше стоит, даже, да? Стоит попробовать, как думаешь? Ну, я уже пробую, я уже Всё? начала. Всё, Я, видишь, давай. даже батончик убрала. Вот Лена у нас как раз средний возраст, Я 50 самку лет. уже держу. Среднего. Пора начинать заниматься собой. Да, пора уже, давно. Ну, кстати, насчет вот этой гимнастики лимфодренаж, это прямо, я вот ее делала, там все такое мягкие движения, и я такая думаю, ой, надо себя любить, это Да. прямо вот согласуется, Да. прямо Маша говорит, я себя столько уход за никогда не собой. гладила. Это, оказывается, так приятно. Да. Любить себя еще учить, да, это Да. тренировка. Да, вообще такие 100%, тренировки, да. которые погружают в тело, да, и сложно дается тем, кто такой очень энергичный, он такой думает, как, так,
что это за тренировка такая, почему я должна лежать так лежать. Вот, но тут нужно понимать, да, то есть разница в подходе. То есть, что если мы работаем с лимфатической системой, значит мы такие, как и она. Она же не кровеносная система, которая там шарашит, а она двигается медленно, она более густая. Вот, поэтому там другой Ты же подход. сделала еще Мы идем от цели. продвинутую тренировку. Продвинутое да. сделано, это уже потом. Ну все, следующее видео будем снимать, когда я похудею на 5 килограмм. Правильно? Мы надеемся. это Не, ну смотрите, давайте так. Короче, исходя из той лекции психолога, которую мы записали. Через 2 недели придем. Да. А, вы сами теперь придете? Нет, смысл в том, что вы ставите цель, короче, типа 5 килограмм. Ну, ты ставишь себе цель, которую ты не управляешь. Ты не знаешь, как дойти до 5 килограмм. Ну, то есть, может, ты на 3 похудеешь, это что же будет результат? А может на 10. А может, Ну да, 1. да. То есть, это 1 это тоже результат. Тоже результат. Да, поэтому не надо ставить себе цель. То есть, просто двигайся в направлении, передвигай ногами. У самурая нет цели, у него есть только путь. То есть цель, Точно, допустим, да. я вот сейчас должен эту неделю каждый день, хоть по чуть-чуть, но Да, позаниматься. да, Вот да. это цель, Вот, то есть которую по уже можно чуть-чуть это управлять. нормально. Да. А если назад немного шаг сделал, не расстраиваться? Да. Короче, у Бенджамина Франклина, американского президента, у него была система, он называл это добродетели. Он выбирал, какую добродетель он там улучшает на этой неделе и ставил галочки. Типа, например, там, сегодня, типа, у меня получилось там быть вежливым, например, там. На следующий день там наорал на кого-нибудь, крестик поставил. И смысл был в том, чтобы у него не было задачи какой-то цели конкретной, да, у него была задача видеть картину, да, и он смотрит там, например, через год, у него там галочек все больше, значит, эта добродетель у него улучшается. И типа нет идеи в том, что ты вот типа не дошел до 5 килограмм, все, короче, конец там. Не пробовали, его не нафиг. пробовали Да, такое да, применять, например, в воспитании детей? Ну, в смысле, у нас есть 18 лет для этого, да, мы видим динамику. Все классно, держи 5. Ну, здорово, очень приятная беседа на берегу моря. Да, а еще важно, еще вот Да. последнее скажу, что важно понимать. Человек склонен, ну вот так мозг работает, для того, чтобы как бы себя оправдать, он начинает так, ну я просто, вот я вроде бы уже все сделал, все знаю, я просто особенный. Вот Миша то же самое мне говорил, когда я приставала, он говорил, я вообще все знаю, все умею. Но вот я такой, вот у меня это моя вот генетика, это Ага, И фамилия да, есть еще. такое. и фамилия. Кстати, как Вот. фамилия? Жирнов. А, В общем, Жирнов. на самом деле что? Генетика, она имеет место быть, но это только 30%. Интересно, еще затрагивали тему, что когда человек не может определиться, чем заняться, как вот Михаил помог выбрать направление, мне понравилось. Что умею, что Ну ты там просто знаю. пишешь, условно, в одном столбике пишешь, что ты умеешь делать, потом, что ты любишь делать, и ищешь, Что ты хочешь? и ищешь пересечение между любишь и умеешь, короче. А потом из того, что получилось, ну типа, как ты там, люблю, не знаю, рисовать, там, не знаю, писать и так далее, что там мы делали? Умею и люблю, да. Люблю делать, да. А что умею делать, да, там, Что- типа, хорошо получается, да. Что там, типа, хотел бы сделать, ну да, как бы долго да, делать. и вот ты потом делаешь, Ни например, разу. умею там, условно, там, рисовать, короче, что из этого может получиться, да, там, пересечение между этим, за что платят, короче, вот есть там художник, да, например, там, тра-та-та, и ты что- такой смотришь, чем бы мне хотел заниматься, смотришь, потом выписываешь, сколько за каждый из этих этапов платят, да, например, и выбираешь. Да, еще важно вспомнить, за что тебе платили, в принципе, в жизни, да, то есть, когда у тебя хорошо получалось, да, за что тебе платили, и вот пересечение любишь, тебе за это платили, и есть большой потенциал, условно, по заработку, ты потом выбираешь это направление, и все, и следующая твоя задача это просто разобраться, как в этой теме стать лучшим, да, там, условно, какие курсы пройти, Ну да, какие просто шаги. Если это нравится, это Да. и получается. Мне вот интересно, вот Мария, я так понял, вы учитесь, развиваетесь как фитнес-тренер в этом особенно направлении, да? Да. А Михаил, у вас какое образование? Вот у Я тебя инженер связи. инженер связи. Да, я инженер, то есть, условно, инженер. А сейчас чему? Там Миша человек учитесь, табличка развиваетесь И график. Я, да, разбираюсь в рекламе, жизни. в жизни. Ну да. Моя задача, ну там, условно, ставить цели и их, чтобы они выполнялись. Ты Вот. инженер в душе, а так у Миши бизнесмен на самом деле. А, Предприниматель. нет, в смысле, Предприниматель. Ну как, у ну него это то же есть самое, да, как, по ну как, сути. Нет, это разные вещи. Здорово. всё же. И хороший, добрый папа, да? По Да. жизни. Это вам кажется, что разное. На самом деле, вся жизнь это инженерное дело, да. Нужно разобраться, как работает и вообще. О, какие действительно, хорошие Да, слова, это слушай. точно. Это стоит над этим поразмышлять. Вся жизнь инженерное дело, да. дело, Ну да? вот у меня, например, была
я когда в университет поступал и стал инженером, да, есть же вот условно ученые, а есть инженеры. И я всегда комплексовал на эту тему, думал, вот есть ученые, они создают что-то новое и что-то такое прогрессивное, а я там условно беру что-то готовое. И потом я прочитал, есть фантастика такая «Дверь в лето» Хайнлайна. И там дядька попал в будущее, в котором он, короче, он там в прошлом был, типа, условно, там, какие-то карты он там рисовал и так далее, у него был бизнес. И он попал в будущее, и там разобрался, что людям нужно, и снова стал богатым человеком, типа, он инженер, тоже разобрался, что в этом времени нужно и так далее. И я такой подумал, вдруг я осознал, что инженер — это тот, который берет что-то уже готовое, что другими изобретено, и делает из этого что-то новое, да, используя то, что, условно, ученые и другие люди сделали, да, но делает так, чтобы люди этим могли пользоваться. Классно, Вот, да. проще им стало этим пользоваться, понятнее. И, собственно, вся моя жизнь — это инженерное дело, да, там дети, там бизнес для жены и так далее, да, то есть условно, да. Ну, там, условно, мы построили систему по этим диагностикам. Это было непростое дело, да, то есть, условно, мы там в день делаем от 30 до 60 диагностик, да, там люди присылают 11 фотографий, которые надо там определить эту осанку и так далее. Если мы это вручную делали, то нам бы понадобился штат, там, человек 10, да, там, чтобы они там сидели, короче, там, и плюс мы бы путались постоянно, там, кому-то отправили, кому-то не отправили, кому-то забыли и так далее, да, там, пришлось построить целую систему, по которой мы там видим, там, кому мы должны, кто только что прислал, там, кому уже отправили, какие вопросы, кому выдали курс, кому не выдали. В смысле, Вот. фотографии мы смотрим вручную, Миша имеет в виду сам Да. бизнес-процесс. Да, Он процесс. выстроил так, чтобы ничего не потерялось, Ну да. куда По сути, попало. вот оно инженерное дело, да. Потом там дети, да, там то же самое. Там, у кого-то какие-то там свои навыки, у кого-то там школа, да, там выбрать школу, это же тоже целая система, да, там разобрать У все вас школы какой в Анталии. учатся в турецкой школе или в английской? В какой? Ну, международный, да, там Международный? английско-турецкое, да, то есть образование. Ну, в следующий раз, может, если будем снимать видео, покажем наши результаты. Вы, может быть, с детьми Да. будете. Я думаю, тоже будет очень интересно пообщаться где-то на пикничке. Ребята, что хотелось сказать тоже, что вот так здорово знакомиться, общаться, находить новых людей, помогать друг другу. Вот мы сейчас познакомились случайно, можно сказать, в Анталии с Михаилом, с Марией. И думаем, тоже что-то полезное подчеркнем друг от друга, чему-то научим друг друга. Но вот наша цель сейчас с Леной — это немножко привести себя как бы... Помочь своему растущему организму. Да, Чтобы я он бы... сильно не рос. Да, я бы хотел, да, похудеть и выстроить какое-то правильное питание, что ли. Ну, вообще, в целом, если просто начать заниматься, то есть не обязательно сразу начать там что-то там делать, там, длинные тренировки и так далее. Если не получается, условно, постоянно бросать эти сами тренировки, питание проще всего поправить. Дальше тренировки, да, можно начать просто ходить каждый день по часу. И если это внедрится в жизнь, то у вас будет час, когда вы, условно, уже тратите его Если вы ходите, у на вас какой-то... потом что-то болит после ходьбы, то, конечно Да, же, да, надо на прийти осанку, да, коррекцию да. осанки. Ну вот в моем случае, да, например, у меня у отца сейчас большие проблемы с поясницей, там он всякие уколы ходит, ставит и так далее, а в моем случае, да, это, ну, там, условно, жена провела диагностику, стало понятно, что это из-за того, что, условно, я там стараюсь быть супер прямой и хожу вот так, да, поясница зажимается, и если на это не обращать внимания, да, то в конечном итоге вот у отца там и походка вот такая раскачивающаяся получается, там ходил на массаж, да, и у меня спина абсолютно спокойная, хотя в подростковом возрасте у меня были адские боли, я там, например, садился там, в 15 лет носки доставать из шкафа и не мог встать потом, то есть это мне было 15 лет, потому что мышцы, да, то есть мышцы-стабилизаторы не работают, и ты пытаешься там, типа, что-то сделать, пытаются более крупные мышцы работать, короче, потом они давят на позвоночник, да, у тебя там, короче, начинают грыжи всякие вырастать. Чтобы этой темы не было, да, вот наш функциональный фитнес, он для того, чтобы все мышцы работали как нужно. Спасибо, спасибо. Приходите Как к нам. здорово себя в возрасте, ну, с возрастом Ну чувствовать что, Мария, как лучше. думаете, у нас получится? Конечно, получится. Ну, вы не берите с нас обязательства, это от вас зависит. Это такая регулярность, и все. Миша сразу как бизнесмен Ну, отвечает. конечно, да. А то Маша сейчас пообещает, а вы будете там шоколад Халтурить, есть. да, Я говорю, халтурить. Вы это... нас контролируете. Мы не будем вас контролировать. Ладно. Каждый сам себе мы все хозяин. взрослые, да, Все, да, это да. на нашей Приятно было пообщаться. Спасибо огромное, ребята. И вам спасибо. Хорошего вам дня. Да. Увидимся, созвонимся, спишемся. Нам Всё. надо бежать, а то Маша персональная тренировка. Удачи. да. Да, здорово. Все, пока-пока. Освоение материалов. Ответственность. Ну что, Лена, Мы идем? остаемся или а тоже чё, Мы уже? тоже вас пойдем. докинем? Да, давайте доедем, ага. Огромное, правда, знаете,
так приятно, что такая ответственность. Вот спокойно человек завязывает шнурки. Да, Не думая спокойно. о том, Вот что походу сел, что-то сел, надо встал, все. Не, кстати, у меня как было, я не мог сделать. присесть. Сел, встал. То есть, короче, я раньше не умел вот так Такая садиться. речь. То есть я вот не мог вот так сесть. То есть Ну-ка, я я мог смогу? садиться, О, я мог садиться только вот так, короче. То есть и я, если садился вот так, я падал. Ну-ка, А. я смогу? Вот, не отрывая пяток. так, может сразу это покажете пару упражнений? Села. Надо до конца сесть. Нет, до конца Еще? сесть. Ну, до конца сесть, прям совсем, да. От этого мы отказываться не будем. Не, ну Мы нас это любим. ребята вдохновили своим отношением к работе и вообще вот и к людям, и вот я просто Приятные, окрыленная сейчас. приятные молодые начну. люди. Как бы задача-то как раз таки, да, чтобы эмоциональная покупка потом превратилась в пользу для них. Поэтому мы вот как бы стараемся там сразу же им подсовываем эти лекции психолога, что типа ты вот послушай, как правильно надо начать. Вот, чтобы без всяких этих Но это как бы, очень хорошо. напрягов. А психолог тоже в Анталии живет или где? Ну, у нас два психолога. Одна живет в Анталии, одна живет сейчас на Бали. Ага. Кстати, ребята, вот что я хотела кстати, вы спросить. Если на рассказывали, да? турецком наши друзья из Турции местные, у вас же адаптация на турецкий язык Да, есть. да, да. У нас турчанка есть, да, Это которая. же супер. У вас там, по-моему, на 2 языках, да, ваши? На 4. На 4? На каких? Ну, у нас сейчас на турецком есть, на испанском для Аргентины и для Мексики, и на португальском сейчас. То есть Бразилию мы полностью запустили. все лекции, тренировки, все Ну, переведено. все то же самое, да. Там, то есть у нас есть условно сотрудница, тренер, которая берет Машины тренировки, Которую я снимает их. обучаю, Да. которую я проверяю, как она там Да. сказала. Ну, в общем, так вот. Да. И, ну, то есть, типа, все то же самое, работает на тех же языках. Не, ну если вам нужен сертификат, вы можете сделать. Миша нас уже учит бизнесу, как открыть свою тренировку. Кстати, вот интересная тема. Узнают вас на улице? Да. По интернету, да? Узнают, да? Да. О, здорово. И как подходят, говорят, о, мы вас видели по инстаграму там, да? Кто-то я вас где-то видела, не может понять, где видела. На турецком говорят, Маша. Не. Скоро местные жители будут А тут мы пытать. как-то с Мишей шли, просто из дома вышли, по улице по нашей идем, и девушка с ребенком говорит: Маша, здравствуйте, я у вас занимаюсь. Оказалось, вот в соседнем доме девушка живет. А, кстати, у Лены подружка тоже, говорит, подписана на Подписана. ваш инстаграм. Да, я же рассказывала, да, что рассказываю про гимнастику, которую начала делать. Она говорит: подожди, ну-ка я тебе сейчас покажу. Вот это Маша. И показывает, она подписана на твой инстаграм. Я когда куда-то иду, у меня там на танцы хожу, еще что-то, и меня кто-то если отмечает, ну или там я попадаю в кадр, и вот мне все постоянно знакомые скрины делают: ой, я знаю эту девушку, я у нее занимаюсь. Я там,